Это был 2017 год. Я только открыл свой YouTube канал, и мне нужно было чем-то выделиться. Те каналы, которые были созданы до меня, и во время того, как я создавал YouTube канал, делали то же самое. Мастер-класс, рассказывали о каком-то оборудовании. И нужно было показать, что я лучше, что я умею гораздо больше, и у меня гораздо больше возможностей. И в этот момент приходит идея создания самой крупной, самой большой цепочки в России, в СНГ. Как я понял, что это самая большая? Мы открыли всей командой интернет и посмотрели, какая самая большая цепочка. На тот момент была 1,2 килограмма. Мы решили увеличить в 2 раза, сделать не менее 2 килограмм. А какое выбрать плетение? На тот момент было просто фантастическое решение сделать голосование. В голосовании участвовало порядка 4-5 плетений, я не помню. Бисмарк, лисий хвост, который, сами понимаете, было легко сделать, просто собирать колечки. Якорная, еще какие-то, неважно. И с небольшим преимуществом выиграла вот это плетение Бисмарк. И тут появилась целая куча вопросов, целая куча проблем. Как расплавить, чем расплавить, куда отливать, как прокатать, как вытянуть проволоку. Это же проволока гигантская, больше 6 миллиметров. Как ее согнуть, на какой ригель мотать, как собирать, как обкусывать. Вы представляете, какую кучу вопросов пришлось решать? И так по порядку. Мы собрались командой. Естественно, не я один это делал, эту цепочку. Мы все делали ювелирной нашей мастерской. Подумали, как, что, сделали какие-то заготовки, прикинули. И после этого пошла движуха. Первую цепь все равно пришлось переплавить. Но переплавив эту цепочку, мы получили колоссальный опыт. Мы уже понимали, как отливать, какими кусками, как прокатывать, до какой проволоки и так далее. То есть у нас уже был небольшой опыт в изготовлении. И пошло-поехало. Мы начали покупать нужное оборудование. Кусачки не выдерживали, ломались. Тиски не выдерживали, ломались. Но тем не менее, результат вы видите на мне. Цепь весом 2 килограмма 370 грамм. А теперь давайте поговорим о судьбе этой цепи. Я ее сейчас раскушу, сплавлю и сделаю 24 заготовки. И сделаю с каждой заготовки плетения, не похожие друг на друга. Это будет 24 вида плетений. И 23 плетения я продам, а одно разыграю на YouTube канале. Я думаю, что отличная идея. Каждое плетение будет пронумерованное. Я купил уже пробойники, которые с цифрами, и будет пронумеровано 1, 2, 3 и так далее. Что только эта цепочка не пережила. На нее подвешивали гири с Максом топором, и он подтягивался, пытались порвать, разорвать, не получилось. Тот же Макс топор бил ее кувалдой, она даже не поцарапалась. На ней висели, снималась она в клипах. Все, что только возможно было, эта цепочка уже, попробовала, перетерпела. Теперь пришло ее время переродиться. Из нее я сделаю 24 крутые цепочки. И покажу, во-первых, процесс. Во-вторых, все деньги проданные я пущу на новый проект. Хотите узнать, что это будет за проект? На вырученные деньги я хочу попробовать заняться платиной. Хочу приобрести саму платину. Хочу приобрести оборудование, которое позволит мне сделать с этой платины, какую-нибудь. Начнем, опять же, с тех же цепей, то, что я умею делать. Я думаю, что это многим будет интересно. Вот для чего эта цепь сейчас превратится в куски металла, а дальше превратиться в замечательные цепочки, которые сделаю я на ваших глазах.
помните, какая цепочка была и какая стала? Здесь 26 отливок. Общим весом 2 килограмма 467 грамм. Вы спросите, а почему больше? Было же 2 килограмма 370 грамм. Я добавил чистоты, потому что в этом металле, в самой цепи, было очень много припоя. И чтобы поднять пробу, я добавил сюда чистоты. Вот получилось и больше. И вот этот вот лишний металл, я сделаю еще одну цепочку, то есть не 24, а 25 цепочек. Одну из них разыграю в Инстаграме, а во вторую разыграю на Ютубе. Я думаю, что это будет отличная идея. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, появится вот ссылочка здесь и будет в описании. Вы спросите, а что дальше? А дальше я беру любую вот из этих палочек, и вы говорите, какое плетение делать, и я его делаю. Давайте определимся с весом. Ну давайте так, от 40 там, до 150 грамм. А там может быть как пойдет, может быть больше, может быть меньше, в зависимости от плетения. Я предлагаю первое плетение в память о том Бисмарке сделать все-таки Бисмарк. Ну, напишите ваше мнение в комментариях, будем все равно голосовать, и то плетение, которое победит в голосовании, естественно, буду делать. Именно буду делать то, которое скажете вы. И эти все плетения не должны повторяться. То есть 25 разных видов плетения. Итак, я думаю, что это отличная идея. Погнали! А многие спрашивают, не жалко было переплавлять цепочку? Нет, не жалко. Это большая цепочка, проект. И тот проект дал жизнь новому проекту. Продав вот эти все цепочки, 23 штуки, я приобрету оборудование и приобрету платину и буду показывать, как я учусь работать с платиной. Вот это уж точно будет ювелир с нуля, потому что с платиной я никогда не работал. Я думаю, что это будет отличная идея. Ваше мнение в комментариях. Go! А на этом прощаюсь. Я погнал работать. С вами Маргун Ювелир. Пока.